Чтобы получить музыкальный звукоряд, нужна система или строй, с помощью которого мы получим определенные частоты на общей звуковой прямой. Таких систем история знает несколько. Существует Пифагоров строй, натуральный строй, хорошо темперированный строй и микрохроматические строи различные. Но в нашем случае используется ровно темперированный 12-ступенчатый строй. Это, собственно, и есть определение хроматики и в нашем случае звукоряда вообще. Этот принцип строится на том, что если какая-то звуковая частота умножается на 2, она становится той же самой нотой, только звучащая немножко выше. Или, как говорят, становится на одну октаву выше. То же самое будет, если мы разделим эту частоту на 2. Таким образом, мы можем получать звуки на октаву выше и октаву ниже, просто умножая или разделяя на 2. Таким образом, получаются отрезки, которые называются октавами. И внутри этих октав появляются другие ноты. Но как это происходит, давайте посмотрим внимательнее. Эталонной частотой или камертонной нотой считается нота ля 4 октавы. Ее частота 440 Гц. Сразу можно получить ноту на октаву выше и на октаву ниже. Чтобы получить все остальные ноты в октаве, нам необходимо применить формулу. Запоминать или что-то по ней высчитывать совершенно нет никакой необходимости. Это не урок математики. Главное понять принцип. Если вам интересно, можете потом посмотреть на эту картинку внимательнее и попробовать высчитать самостоятельно. Процесс на самом деле весьма увлекательный. То есть, по сути, все ноты являются математическим отношением к одной изначально заданной частоте. Вот как бы и все на этом. Осталось понять, как это работает на музыкальном инструменте, как это все называется и обозначается. Несмотря на то, что для настройки и темперации используется нота ля, в музыке октава начинается с ноты до. Каждая октава имеет свой номер и свое название. Давайте посмотрим на примере клавиатуры фортепиано. Я думаю, все знакомы с названиями нот или с их слоговым обозначением, но работать придется с буквенным обозначением. И обратить внимание стоит на то, что у ноты Си таких обозначения два. Обозначение буквой H встречается реже, но тем не менее частенько встречается в академических изданиях и приложениях по классической гитаре. Далее обратим внимание на расстояние между нотами. Например, между нотой ми и фа нет ничего. Это ближайшие ноты и, по сути, шаг между этими двумя нотами называется один полутон. Между нотой до и ре есть черная клавиша. Это нота из хроматики. Мы знаем, что темперация у нас равномерная. Так или иначе, мы уже имеем два полутона до ноты ре или один тон. Ну и чтобы не запутаться в этих шагах, нам необходимы знаки диез и бемоль. Диез увеличивает на один полутон, бемоль уменьшает. Применяем это для черных клавиш и получаем до диез, ре диез, фа диез, соль диез, ля диез и, соответственно, в бемолях си бемоль, ля бемоль, соль бемоль, ми бемоль и ре бемоль. Все, что нам осталось, это запомнить хроматику в ее конечном виде. Вот так это выглядит. Вообще, запомнить хроматику от начала до конца в такой последовательности является крайне необходимым, если вы собираетесь в дальнейшем серьезно работать с разными гаммами, с аккордами, то есть развиваться на полную. И ничего сложного в этом нет. Это то же самое, что запомнить месяцы в году. Я думаю, с этим справляются даже дети при желании. Что ж тут добавить там? Учить хроматику изначально и впоследствии заучивать ее на гитаре можно с использованием лишь одного знака. То есть не обязательно каждую ноту помнить с диезом и с бемолем. В принципе, всегда можно пересчитать. Поэтому можно взять только диез, как я, например, в начале своей практики и делал, и запомнить все от начала до конца по возрастающей и по убывающей соответственно. Дальше уже приступать к заучиванию нот на гитаре. Но как располагаются ноты на гитаре, мы посмотрим уже в следующем видео. А сейчас посмотрим, как чередуются октавы и как они находятся на гитаре.
По поводу последовательности октав вопросы возникают редко. То есть всем, в общем, понятно, что когда одна октава заканчивается, начинается следующая. И она является точно такой же по своему составу. Стоит только отметить то, что между последней нотой октавы и первой нотой следующей октавы всего один полутон, как между нотой ми и нотой фа, или между нотой ля и ля диез. Далее нужно запомнить их обозначение и номер. Это полезно знать, чтобы не путаться, когда вам говорят, например, вторая октава. Что музыкант имеет в виду? Название вторая октава или номер октавы? Это запоминать не сильно обязательно, но очень полезно. Теперь посмотрим на октавы на грифе гитары. По поводу устройства нот на гитаре мы поговорим позже. Но здесь можно рассмотреть сам диапазон. То есть видно, что у нас имеется несколько нот из большой октавы и несколько нот из второй октавы. То есть полный диапазон чуть больше 3 октав. Ну и в заключение стоит отметить только то, что на гитаре нету ни черных, ни белых. Это я говорю для тех, у кого, возможно, есть за плечами музыкальная школа или любое другое академическое образование. Мышление в формате белых и черных, или, как еще говорят, основных тонов и альтерированных, оно максимально неудобно для гитариста, оно совершенно никак не помогает транспонированию, работе с тональностями и так далее. Если в дальнейшем вам доведется заучивать ноты на грифе гитары, это сыграет большую пользу именно 12-ступенчатое мышление. Также стоит понимать, что в стандартном строю гитарном ни одна струна не начинается с ноты до, то есть каждая октава начинается с какого-то из ладов. Плюс сам строй гитары тоже может быть изменен. Гитарных строев достаточно большое количество. Ну что ж, по поводу звукоряда на это, наверное, и все.